Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Те, кто, быть может, совершенно случайно открыли это видео. И явно неспроста. Таро расклад. Что случится в ближайшем будущем, в ближайшие дни в вашей жизни? Какие перемены вас ждут? Что изменится в вашей жизни? И с чем это будет связано? Вначале традиционно мы выполним сигнификацию, чтобы вы могли определить, насколько данный расклад подходит вам. Наш расклад подойдет одинаково как для мужчин, так и для моих любимых девочек, неважно какой возраст. И, конечно, рассмотрим карты, позиции карты, значения с позиции позитивной психологии и здравого смысла, не без этого. И я должна сказать, это у нас сегодня редкое дело на ней расклады, это колода Таро ангелов-хранителей. Мне она очень нравится. Здесь глубокие смыслы. И сама она по себе имеет очень добрую энергетику. Мы с вами проживаем в эпоху перемен, поэтому вот давайте с вами сегодня спросим у карт. Так что же, какие перемены вас ждут? Что изменится в вашей жизни? Что не будет как прежде? Что будет иначе? И уже будет по-новому? Вот такой расклад сделаем с вами немножко необычный. Итак, кто пришел сегодня на расклад и с кем сегодня готовы говорить карты? О, карта Солнца, мои дорогие. Это карта успеха. Но это одновременно, когда мы что-то меняем. Когда мы что-то передумали. Кстати, когда мы, может быть, предпочитали раньше какую-то одну собственную стратегию, а теперь мы видим, что в этом толку мало, смысла мало. Конечно, энтузиазм тут конкретно прописан, оптимизм, поэтому сегодня на раскладе люди-оптимисты. Но карта нам сразу старшего аркана о чем говорит. Впереди приготовьтесь, мои дорогие, тут действительно будут перемены, потому что сам вопрос нашего видео уже где-то предусматривает то, что, и раз вы открыли это видео, вы уже сами готовы что-то менять. И старший аркан говорит, а для тебя сейчас как раз будут складываться так обстоятельства, когда, может быть, события в жизни людей. Возможно, это события в обстоятельствах, может быть, события в мире, потому что, опять же, старший аркан. Вот нужно быть внимательному, потому что все это окажет влияние. Ну, только что сказала. И еще и аркан мир, мои дорогие. По этой карте это уже идет реализация наших желаний. Ну и, конечно, большой праздник буквально. Согласие, безусловно, идет по этой карте или какое-то важное решение. Может быть, мои дорогие, договоренности. Все-таки мир – это у нас карта, когда мы готовы договариваться. Кстати, рассматривать альтернативные варианты. Мы уже готовы внутренне к тому, это тоже своего рода внутренняя глубокая перемена в вас самих, что вы понимаете, да, может быть, я бы и хотел много, но вот обстоятельства, внешние события где-то вынуждают, сейчас скажу не самое популярное слово, подстраиваться или адаптироваться. Вот так будет красивее более, да, сказать. Ну, правда, не все мы можем, вы где-то к этому готовы, потому что, может быть, судьба вас так уже к этому привела. Удивительный расклад. Колесо фортуны. Не каждая карта имеет изображение ангела или хотя бы крыльев. Но вот видите, во всех старших арканах, а здесь у нас десятка, 10-й старший аркан, имеется в виду колесо фортуны и 10 маленьких ангелочков, мои дорогие. Так и называется. Фортуна, удача, успех, счастье, прогресс сам по себе, но и перемены, мои дорогие. Причем это те перемены, когда вы, вот все то, что я сказала, вы действительно готовы изменить. Может быть, даже себя. Пересмотреть привычки, мои дорогие, вот так. Возможно, вы этим сейчас занимаетесь. Вообще, я смотрю, зачем я делаю сигнификацию, потому что, ну, разве чтобы вы определили, насколько вот именно вот эта готовность к переменам, да, у каждого из вас. Ну, сама по себе эта карта, кстати, в этой колоде нам как будто блистайте, мои дорогие. Это время вашей популярности, это важных решений. И это не просто, поверьте, фраза, потому что мы часто говорим королева мечей, но здесь она называется королева воздуха. Это та, которая способна вот именно рационально понимать, что, ну да, чему-то сейчас не время, а есть то, что приходится удерживать. Но в контексте я иду вперед. И поэтому для кого-то из вас это будет рост вашей популярности, построение карьеры. Совсем скоро, может быть, вы к этому идете, и так вот целенаправленно у кого-то будет меняться статус, мои дорогие.
Здесь ведь нам, по сути дела, компетентный человек показан. И есть такое значение удивительное, которое нет ни в одной колоде. Радость. Вот именно радость от получения того, что мы чего-то достигаем. Поэтому тут, может быть, и люди такие, достигаторы, будем говорить. Но, видимо, вы сейчас вот как раз тем и заняты. Рыцарь воздуха, рыцарь мечей. И в первую очередь это умный человек, интеллект. И это тот, который понимает, что да, я хочу что-то осуществить, но для этого мне как будто нужно свернуть. Вот обратите внимание, как будто нам показывает молодой человек уже направление, меч, куда нам нужно свернуть. Как будто не все будет ровно так, как мы это задумали. Может быть, и вы, это готовность к переменам. Ведь от этой карты, это, знаете, многое зависит. Даже вот, я думаю, многие со мной согласятся. В контексте многое зависит от нас самих. Это не просто, опять же, слова, потому что порой мы готовы где-то себя, может быть, в чем-то даже ужать, в хорошем смысле, а за что-то, наоборот, не цепляться. Мы готовы пройти какой-то путь, пусть это будет, знаете, такая нехоженная тропа, мы там еще не были. Есть всегда риск, правда? Когда мы, ну, или приступаем к какому-то делу, или мы на что-то согласились. И вроде бы даже часто так бывает, нас вроде и радует. Вроде бы мы пытаемся что-то просчитать, но вместе с тем мы понимаем, нет, скорее придется вносить коррективы в то, что мы задумали, потому что не все будет вписываться только в наши желания. Но самое главное, глобальное какое-то желание, оно должно быть осуществимо. И стало быть, для того, чтобы это как будто заполучить, нам придется быть гибче, вот как минимум. Может быть, вот карта и говорит, что ты сейчас, может быть, и зависишь по аркану мир от многих обстоятельств и дел. Но как ты выложишь это все в красивый узор, от этого будет зависеть твое качество жизни. И очень интересно, мы говорим о направлении, и карта Солнца – это выбор правильного направления – месяцев 6 на 8. Почему я сказала это практически до конца года? Может быть, вы сами чувствуете вот этот ветер перемен, что да, вот в течение, может быть, этого года у вас изменится очень многое. И это где-то изменит вас. Но все карты говорят о том, что будь где-то и настороже тоже, потому что не всегда возможности к нам приходят именно таким путем, это точно. Как мы это предполагали, мои дорогие. Вот отпускать придется. Вот 13-й старший аркан, смотрите, мои дорогие. Мы часто говорим, карта, ну, аркан смерти. Нет, мои дорогие, вот здесь вот просто написано окончание, трансформация, освобождение. Нам образ ангела, который держит на ладони птицу Феникс. И здесь написано, вот именно в этой колоде, не смерть называется, а Лашар Андары. Отпускай. Вот это то, что я только что сказала. Придется корректировать, мои дорогие, ваши планы. И вот насколько я уже не буду дальше доставать, потому что много старших арканов. Совсем скоро вам придется что-то пересмотреть. И вот как птица Феникс, как будто возродится. Может быть и сложная ситуация, которая вас увела буквально в какой-то, ну, ноль, будем говорить. И в разных абсолютно, может быть и в отношениях, то есть сферы жизни, они могут у каждого быть свои. Может быть это ситуация по работе, для кого-то в личной жизни. Для кого-то это будет связано даже с домом, я такое, или с местом пребывания. А для кого-то все вместе, и вообще все меняется в вашей жизни. Или мы говорим по колесу фортуны, ведь это всегда скорость. Может быть и быть готовым к скорым переменам, чтобы как возродиться, выздороветь окончательно от каких-то сложных ситуаций и освободиться от какого-то гнета. Гнет я имею в виду, тут у каждого свои какие-то стесняющие сложные обстоятельства или свои проблемы. По всем выпавшим картам тут как будто можно будет вот именно какой-то прорыв жизненный. Или знаете как, ну, может быть освобождение, но это когда за достаточно короткий период времени, согласитесь, даже по аркану Солнца, 6-8 месяцев – это не такой большой срок для истории. И вот может быть вам за полгода придется сделать такой квантовый скачок, о котором вы даже не предполагаете. Вы можете это чувствовать. Поэтому и готовность
Вот этот человек, который к нам сегодня пришел и кому будут сейчас рассказывать карты, он к этим переменам готов. Для кого откликаются эти карты и все то, что я сказала, пойдем с вами дальше. Я сложу эти карты, и мы достанем 3 позиции, по 6 карт традиционно, 6 всегда 6, поскольку давайте вот так вот положим, потому что такие знаковые у вас совпали, мои дорогие, арканы, именно старшие, вот надо же было так достать. Положим назад, хорошенечко перемешаем. И 3 позиции. Первая. Что не будет, как прежде? Вот именно со значением «уже не будет, как прежде». Пусть нам карты подскажут, к чему приготовиться, может быть, и так. Итак, 6 карт. Какие перемены вас ждут? Что не будет, как прежде? Ну и что в связи с этим случится, произойдет в вашей жизни совсем скоро, но именно в контексте уже не будет как прежде, а вот меняться будет. Вторая позиция. Что будет иначе? Возможно, это что-то продолжится, но с некоторыми коррекциями. Когда вам придется что-то изменить, а возможно пересмотреть. Я допускаю, вы в чем-то могли и точку поставить. А тут придется к этому либо вернуться, либо принять во внимание, что нет. В этом есть здравый смысл, и в этом все равно для меня есть какая-то польза, дай-ка я пересмотрю. Что не будет иначе? Какие перемены вас ждут? С чем это будет связано? Ну, возможно, и с кем. Что же там не будет иначе? И что будет по-новому? Вот конкретно перемены или вот какая-то ваша организация либо жизни, либо ваш уклад, порядок. А может быть, это нам и обстоятельства покажут. Все будет зависеть от того, какие арканы выпадут. Потому как если старшие, то это всегда взаимосвязь между... Или наша взаимосвязь с людьми. И вот именно какими-то обстоятельствами это приходится учитывать. Итак, что же будет по-новому? Какие перемены идут на ваш порог? Что вообще идет на ваш порог? Как все изменится в ближайшее время? Итак, смотрим. Очень интересно, что же нам тут раскроют карты. Посмотрите. А ведь и правда у нас сегодня судьбоносный расклад. Вы открыли это видео не случайно. Пусть вы открыли это видео. Понятно, те, кто подписан, они смотрят видео по мере выхода нового видео. Но ведь кто-то может открыть позже. Кто-то может сейчас посмотреть. И любой расклад, когда мы пересматриваем, мы с другим мироощущением, с другими мыслями уже воспринимаем эту информацию, потому что пройден какой-то путь. Поэтому кто-то из вас может открыть позже расклад, и он будет все равно актуален. Значит, это совершенно не случайно. Возрождение, мои дорогие, выздоровление. 20-й старший аркан, который как раз нам и говорит, уже не будет, как прежде. С чем это связано? А вот что у нас не будет? Вот и не надо. Правда, я всегда говорю по этой девятке мечей или девятка воздуха. Это негатив, это волнение, это бессонница конкретно. 3 момента прописаны. Но я всегда добавляю, это карта искаженного восприятия. Может быть, и правда для кого-то из вас бессонница одолела, замучила. По полночи, может быть, лежите и пытаетесь для себя там состыковать какой-то сюжет, а он все никак не складывается в этот пазл. Вечно что-то либо не хватает, либо что-то лишнее. Но вот карта всегда говорит, во-первых, пришло время, ты на какое-то время о себе забыл, поэтому ты и довел себя до ручки, хочется сказать. Есть в русском языке такая фраза, которая очень мало понятна иностранцам, но тем не менее, то есть это до какого-то предела вы себя уже довели. Но стало быть, вот сейчас не может быть как прежде, потому что нам уже вот сама по себе сигнификация нам сказала, этому точно не время. И тут нужно восстановить силы для кого-то. Для кого-то высыпаться хорошо, для кого-то это вопросы имиджа. Может быть, и связаны с какими-то привычками, кстати, да. Когда мы меняем себя, действительно, меняем свои привычки. Но вот именно о себе самом нужно побеспокоиться, и как будто не загоняй себя в угол. Вы сейчас все равно находитесь под воздействием внешних перемен. Вот об этом нам тоже говорит карта.
Вот что не будет как прежде, это всегда та пауза или то разочарование, после которого мы как будто замираем и думаем, ну, наверное, в моей жизни все самое хорошее осталось позади. То есть это карта апатии, это карта депрессии. Это карта, конечно, тут прям и прописано эгоцентризм. Это когда мы ушли в себя. Или по какому-то вопросу у вас, может быть, возникло недопонимание, и вы как обособились, закрылись, понимая, что ну, нет того человека, кто вот именно искренне может меня, может быть, воспринимать, или просто понимать, или может меня прочувствовать. Ну вот у кого-то из вас одиночество, мои дорогие, вот тут правда. Тут полное выздоровление. Еще одна карта, которая говорит, что вы скоро что-то передумаете. Вот обратите внимание, нельзя подзастрять, да, вот в этих двух картах нет изображения ангела. Ну, в это и есть четверка воды. У нас кубок, который приходит, кстати, совсем с другой стороны, со спины, правда? Понятно, человек туда не смотрит. Вот он сидит и сожалеет, глядя на 3 пустые кубка. А здесь как будто нужно развернуться. Или вот как, помните, в сигнификации у нас рыцарь был мечей, когда буквально мечом указывает направление. Свернуть тебе пора. Все, хватит. Так вот, и вам нужно что-то подметить, что-то не упустить. А уже, ну, понятно, в девятке воздуха тут никакого ангела, потому что, когда, кстати, нет изображений, это мы должны изменить сами. Да, от нас самих зависит, насколько мы будем готовы воспринимать то, что происходит вокруг. Может быть и новости, может быть и обстоятельства. Обстоятельства в жизни, может быть, ближайшего окружения, далекого. Вот именно эти перемены, которые происходят вокруг вас. Все вместе это складывается в один узор, потому что если мы говорим, что не будет как прежде, как будто другая дорога, и ангел выходит вам навстречу. Буквально по этой карте иногда идут, как аффирмация. А я часто говорю в своих раскладах, посылайте в пространство добрые мысли. Никогда не останавливайтесь, чтобы мечтать. Кто-то скажет, я не мечтатель. Я не о том, как, знаете, иллюзии какие-то нужно разделять. Я именно о том, что мы хотим достичь. Какого качества жизни мы сами для себя желаем. И если правильные мысли мы посылаем в пространство, они где-то аккумулируются, мои дорогие, мысли материально. Это все равно, что мы себе из будущего протягиваем руку помощи. Перемены сами по себе, которые уже не избежать. Единственное, нужно вписаться. Что не будет как прежде, какая-то усталость, я только что об этом сказала. И тут буквально усталость, стресс и дисбаланс. Дисбаланс может быть во всем. Нам показана девушка, которая, ну вот буквально упала от работы. И вы понимаете, что не будет как прежде. У вас, наверное, происходит какая-то внутренняя перестройка, когда вы, возможно, вот у кого это откликается в душе. Может быть, вы человек такой, очень ответственный. Любите порядок, кстати, мои дорогие девочки. Может быть, правда. Вот знаете, такое качество, когда вы супер прекрасная хозяйка, когда у вас все по полочкам, когда у вас все на своих местах, все вот настолько идеально, хочется сказать, как в операционной. Прокварцевать и можно оперировать. Ну, я, конечно, шучу, надеюсь, вы мой сленг понимаете. Ну вот правда, есть же вот такое до фанатизма. Вот я говорила привычки. Ну, перфекционизм, давайте будем реалистами. Даже чистота– это здоровье, это безусловно. Я двумя руками за, но иногда это гиперболировано, когда вот именно до перфекционизма, когда нам это покоя не дает. Вот, видимо, вот эта внутренняя перестройка, когда точно вы оставите то, что вы считали раньше, что это должно быть первоочередным, или это нужно сделать сначала, а вот потом уже там я или там что-то еще, или мое вдохновение. Вот обратите внимание, маленький предмет, как подсвечен волшебным светом. А уже не видит наша девушка. Упала она уже, рухнула на стол. А гора немытой посуды. Вроде бы перемыла вот эти до блеска 10 жезлов. А посуда никогда не кончается. Вот очень грамотный художник изобразил вот именно ту рутину, которую мы почему-то ставим на первое место. Вот так уже не будет.
и какие-то задержки. Вот как не будет. Вообще это добрая карта, которая говорит о том, что мы отдыхаем. Отдыхаем. Но это иногда отдых, который переходит в какую-то затяжку. Или когда начали что-то обдумывать и настолько углубили, что сами вот эту связь, нить с тем, что происходит вокруг или в реальности, мы теряем. Поэтому что уходит? Отдых будет, он как будто необходим. Но это не будет длиться долго. Вполне вероятно, вот тот период, где-то нам сейчас говорят, да, тут некоторые вещи завершаются. И, может быть, вам нужно за короткий период себя восстановить, мои дорогие. Потому что скоро будет многое меняться. У вас потом на это просто не будет времени. И поэтому так не будет. Может быть, ваш график жизни изменится. Причем настолько, что вам придется даже самые какие-то простые темы, вопросы, знаете, как себе устанавливать таймлайн. Или, может быть, вы прежде не пользовались, к примеру, дневником, да? Или, может быть, это как вы что-то планировали. Вот, может быть, вы такой календарь будете вести или просто делать записи, что, с какого, по какое, может быть, час, какой час, или в какой день, или какая последовательность. Будете буквально, чтобы что-то не забыть и быть более рациональным, как будто не будет времени. Тут, правда, вам придется совсем скоро выйти просто из какой-то паузы, или, может быть, даже вот обстоятельства вынуждают завершить вот эту апатию, потому что это уже никаким образом не вписывается в будущее, мои дорогие. Ладно, так что же будет иначе? Что тут у нас будет меняться, с чем это связано? Что будет иначе или как-то по-другому? Вопросы, которые касаются, например, ваших детей, мои дорогие. У кого-то из вас вопрос будет касаться, может быть, даже с родственниками или взрослые даже дети, потому что пажи это у нас, кстати, вестники, но и наши близкие. Но пажи это еще и, как знаете, начало чего-то нового. Очень соответствует нашему раскладу, я должна сказать. Но, знаете, может быть, это о вас говорит карта, что вы всегда очень чувствительно относились, вот даже к вашим любимым. Или относились чувствительно к конкретной ситуации. Может быть, будет меняться, ведь это еще карта, ну, в принципе, как и доброго, искреннего человека, и одновременно интуиция. Вот, может быть, у вас будет совсем скоро тот период. Приготовьтесь, мои дорогие, это точно. Рядом у нас тройка мечей или тройка воздуха. Возьмите внимание, обратите точнее внимание на эту карту. Эта карта тоже сожаления, грусти. Это карта собственных ошибок, собственных потерь. Но, может быть, и ошибок кого-то другого. И выздоровления, мои дорогие. Я, наверное, сегодня эту фразу уже, эти слова повторила многократно. Удивительный расклад, который будет говорить о том, что раз вы до сих пор вот досмотрели, вам как будто это совершенно необходимо выздороветь. И людей мы не отменим, правда? Мы, увы, не отменим тех людей, которые хитрят, обманывают, или те, которые, мы говорим, великие манипуляторы, те, которые пытаются что-то свое продвинуть, они ничего не дают взамен. Уходят одни, ну давайте будем реалистами, придут же другие. Поэтому вообще классически я тройку мечей, всегда тройка – это будущее. Я всегда говорю о том, что это как здоровое равнодушие. И где-то, когда мы не реагируем эмоционально, вот именно через эмоции какую-то ситуацию не пропускаем, мы и выздоравливаем. Это мы себе говорим, а уже отболело, уже и отгорело, уже и проплакано, уже и время прошло. Мне нужно идти вперед. Мне уже не интересно застревать именно в прошлом. И в этой колоде, обратите внимание, два ангела. Где-то вообще нет, да? В одной карте мы с вами видим. Ну, в принципе, четверка кубков тоже. Ну, как шанс какой-то идет. А здесь вот именно два ангела утешают. Вот вас как будто утешают. Не сожалея о прошлом. У тебя такое прекрасное будущее. И для кого-то из вас, ну, вот эти две карты много говорю, потому что очень много позиций. Это может быть, мы ведь задали вопрос, как будет иначе. Вот с каким-то человеком у вас, возможно, будет что-то иначе. Может быть, вы будете менять отношение даже к ближайшему окружению. Будьте готовы.
И на кону будут стоять именно искренность и как созидание. Почему созидание? Потому что паж держит кубок, да, и выглядывает рыбья голова. А рыбы– это где-то путешествие и финансовый достаток. Поэтому у кого-то и проиграется и личная жизнь, вопросы финансов, и еще и вопросы, которые связаны с поездками, с переездами. Я такое не исключаю. Но вот будет меняться. И, наверное, самое главное, я еще не сказала, что будет иначе. Если прежде, может быть, вы очень рациональный, такой деятельный человек по сигнификации, так это точно. Вот знаете, приготовьтесь к тому, что вы будете слышать информацию, или люди будут поступать так, что вы можете удивиться, вас будет многое удивлять. И это, как мы говорим, ни в какие ворота не лезет, да? То есть это не укладывается в какой-то порядок. Или тот порядок, который был свойственным вам прежде. Или в какую-то структуру. Или в последовательность событий, да, в логику какую-то. А интуиция вам дает подсказки. И вот это сочетание, как раз слушай интуицию, потому что то, что ни в какие ворота не лезет, а интуиция тебе как будто тихий шепоток твоей мудрости говорит, вот это будет так, вот нужно прислушаться, потому что в этом есть резон. Я часто говорю, это карта звезда, это вторая карта, которая за Солнцем идет. Мы Солнце говорили с вами, то, что выпало первой картой в сигнификации 6-8 месяцев, а звезда лет 10-20. У вас тут что-то меняется именно с коррекцией планов на долгий период, мои дорогие, будьте готовы. Опять же нам говорят, тебе придется ради того, что какие-то планы, которые больше такие долгоиграющие, это то, что у нас уже прогресс. Да, здесь идет где-то вера, безусловно. Здесь идет получение желаемого. Безусловно, для кого-то из вас это конкретно личное хобби, может быть, которое вы монетизируете, потому что вдохновение. Мы можем и сами по себе вдохновиться, но еще и карта звезда будет говорить о расстоянии. Расстояние по времени, я сказала, лет 10-20, а это может быть вот как раз вот поездки, путешествия, перемещения или смена места жительства. Как будто приготовься к тому, что действительно не будет. Как прежде, тебе придется буквально отпускать. И это будет связано с тем периодом, когда вам придется, ну, где-то следующий аркан у нас Луна, когда нам придется пройти вот так вот очень аккуратно, как будто между вот этих двух башен. И не попасть в какие-то иллюзии, а именно идти, мои дорогие, по интуиции. И иногда эта карта будет свидетельствовать о том, что у вас будет меняться что-то в личной жизни. А может быть, это касается и дома. Удивительно. Эта карта вам уже выпадала. Для кого-то из вас, с учетом вот всех карт, кто-то будет менять свой бизнес, кто-то из вас будет совершенно новый, задумается о новом виде деятельности. Возможно, это будет связано с переездом, а для кого-то из вас конкретно, мои дорогие, может быть, вам придется работать на дому. Я имею в виду, обстоятельства так могут сложиться. Опять же, у вас много старших арканов. Причем все те, которые нам уже свидетельствовали в начале видео. Именно о переменах. Мы иногда говорим, карта Луна– это карта дома, да, или наших близких. Почему я про работу? Потому что рядом у нас королева воздуха, мои дорогие. Это достижения какие-то уже. Это получение нового статуса, новых возможностей. И мы говорим, блистайте, да? Это где-то и к звезде относится. Сияйте, как звезда. Вот посмотрите, насколько изменится жизнь. Но это от вас потребуется тоже провести некоторую аналитику в своей жизни и как будто что-то оставить. Вам в ближайшее время действительно тут не будет, как прежде, тут будет иначе. У вас сохранятся, без сомнения, какие-то контакты, но только лишь те, которые вы определите. Возможно, это будет еще зависеть и от внешних событий. То же самое по работе. Работа будет, но она как-то иначе опять же будет. Она как-то будет по-другому. Поэтому для кого-то из вас, если вы ходили в офис, к примеру, да, вы можете работать на дому. Кстати, я не исключаю с арканом звезда. Здесь может быть, к примеру, наоборот, для кого-то из вас вы работали, может быть, удаленно или работали в офисе, а здесь будет у вас работа, которая связана с перемещениями.
командировками. Ну, или много разъездов, потому что расстояние идет. И, может быть, вот так не нужно даже торопить события. Оно вот скоро совсем, именно до конца вот этого года у вас эти изменения произойдут, правда. Зайдите, не поленитесь или не забудьте. Пересмотрите это видео и, может быть, после напишите комментарий по прошествию месяцев. Потому что вот эти перемены, они вот не буквально такие, знаете, мимолетные, и вроде оно пришло и делось непонятно куда. Нет, тут что-то более фундаментальное, то, что остается с вами. А может быть, кто-то и переедет вообще очень далеко. Может быть, поближе, да, когда вы поменяете просто жилье, ну, улучшите жилплощадь. В другой город кто-то переедет. Но я точно так же допускаю, что кто-то и в другую страну. С учетом тогда аркана Луна, берегите себя. Остерегайтесь, кстати, толпы. Может быть, вы были всегда в центре внимания. Может быть, вы будете меняться, кстати. Тут тоже в этом есть подсказка. Если ты всегда как будто был в первых рядах, вот кто меня смотрит, неважно, девочки или мои дорогие мужчины, где-то не надо бежать впереди паровоза. Аркан Луна предупреждает, остерегайся толпы. Остерегайся, может быть, даже тех людей, которые, знаете, как создают конфронтацию. Или таких ситуаций, когда... Вот есть же поговорка: двое дерутся, а виноват третий. Или двое спорят, а виноват третий. Вот не надо, может быть, прежде вы были такой и целеустремленный, и благородный человек, и тот, который жил по каким-то правилам. Тут правила ваши тоже будут, поверьте, меняться. И, может быть, вы как за право или за какой-то правильный подход, вы всегда ратуете. Но тут вы будете понимать, мало ли там, за что я ратую. Обстановка такова, что только вылези, как будто, да, на рожон. Вот скажем так, попроще. Вот так сразу я себя поставлю под удар. Не ставить себя под удар, мои дорогие. Вот это тоже будет как иначе. Потому что нам очень целеустремленный человек показан, это факт. А тут ведь как прежде, методы придется менять. Будьте к этому готовы. Так что же будет по-новому? Тут действительно будет по-новому. Вот обратите внимание, в этой карте это у нас туз мечей или туз воздуха. Я всегда говорю, выход из лабиринта. И не случайно вот эта карта 13-го аркана «Отпускай» нам говорит. Вот этот мальчик. Почему мальчик изображен? А потому что новый путь. Потому что это та дорога, как нехоженная тропа, мы там не были. И заниматься, может быть, придется не совсем тем, или не совсем так, или не в тех графиках, не в тех каких-то рамках, или используя вот какие-то другие условия, но опять же методы, детали, ну вот как это было прежде. И как будто от этого мы не уйдем. И нам придется еще, кстати, договариваться, мои дорогие. Ангел как будто благословляет, но совершенно в другой путь. Что же это будет по-другому? По-другому будут складываться ваше общение. У вас будут новые люди, кстати. Примите это к сведению. Возможно, в вашей жизни придет тот человек, который будет именно с вами. Он может, кстати, от вас очень отличаться. Совершенно быть не похожим на вас. Может быть, даже это где-то человек, который говорит на другом языке. Может быть, это тот человек, который думает совершенно иначе. Но вы именно вместе с ним сумеете смотреть в одном направлении. Ведь не факт то, что мы должны быть, ну, как братья-близнецы, похожи друг на друга. Мы можем быть противоположностями. В чем-то мы можем и совпадать. И, кстати, если мы противоположности, мы часто отзеркаливаем друг друга. Это происходит еще более часто. Поэтому именно может быть противоположное, говорят, все притягивается, да, ну и по физике где-то тоже. Поэтому даже не бойтесь каких-то людей отпускать. Совершенно новые люди войдут в вашу жизнь. И это по этой карте тот человек, который будет надежен. Аркан юстиция, мои дорогие, справедливость, правосудие, карта кармы. Тут прямо так и прописано. Закон. Ну и, понятно, баланс тут тоже нам придется держать. Будьте готовы, что вам придется, может быть, переписывать документы. У кого-то с документами, как оформлять документы при переезде. Оформлять документы по работе или по какому-то новому
направлению. Может быть, это личное дело, творчество, как на другой уровень переводить. А для кого-то из вас это будет тоже изменение по части личной жизни. Вы столкнетесь как с кармой, старший опять же аркан, с тем, что вам преподнесет судьба. Тут действительно что-то, да, останется. Но здесь, знаете, вот хочется сказать фразу: не бойся идти вперед, а те, кому ты дорог, тебя догонят. Вот это точно. И будь готов к тому, что будут новые контакты, новые связи, и выстраивать их придется совершенно по-другому. Но в вашей жизни должно быть больше четкости и ясности. Вам будет помогать буквально закон. Когда вы не на словах имеете с кем-то договоренности, или пусть это даже работа, а когда больше определенности именно в бумагах, мои дорогие. Бумага – это важный компонент, который вас защищает. Примите к сведению, точно весь мир у ваших ног. Реализация, праздник, возможности, решение какое-то важное, примирение, мои дорогие. Но я надеюсь, конечно, что скоро вообще наступит мир. Сложное время, мы переменчивые с вами живем, когда утром не знаешь, что будет вечером, правда? Но все идет к добру. Стало быть добру и быть добрым переменам. Но что будет по-новому? Вот смотрите, у нас остаются две карты. Семерка воздуха. Я часто говорю по этой карте, что нам придется что-то менять. И вот если мы, кстати, про договоренности. Так вот, я еще часто говорю карта вора, карта предательства или карта, когда с нами кто-то пытался, может быть, манипуляцию какую-то провести. И тем не менее, мы ведь спросили, что будет по-новому. Вот есть, может быть, это связано напрямую с человеком. Он никуда не денется, он останется в вашей жизни. Возможно, он будет, либо у вас с ним какой-то, ну, может быть, это и вынужденная ситуация. Не все люди мы можем когда отказаться или вычеркнуть из своей жизни. Есть люди, которые останутся с нами, и это бывают коллеги, соседи, наши родственники, наши близкие. То есть все равно оно остается, мы их не изменим. Нам нужно именно самих себя будет перестроить по отношению к этим людям. И, скорее всего, вот такой непростой аркан, обратите внимание, ангел у нас с вами есть. Девочка точнее, маленькая, свернулась вот так вот калачиком на голой скамейке. Ей холодно, одиноко, но она в душе воин. Как в Древнем Риме наготове держит меч, всегда готова себя защищать. И рядом с ней корзиночка, 2 яблочка. И вот почему-то мальчик крадется с тыла, заходит, хотя спит, мог бы и спереди зайти. Нет, для надежности как-то так делает поворот. И вот в вашу жизнь кто-то такой, какая-то такая персона с визитом придет. Вот будет что-то по-другому, другие взаимоотношения. Может быть, кто-то даже, мы все разные, придет, ну, кого вы же знали долгое время. Может быть, и длительные отношения были. И, может быть, кто-то придет и будет даже просить прощения. Причем делать это он будет, наверное, может быть, так, как, знаете, неуклюже. Вот как этот мальчик, который пытается сейчас, как положить яблоки в корзину девочки. Хотя, опять же, мы ведь не знаем, что он положит, правда? У него их 5, а у девочки 2. Может, он положит 3, тогда у него все равно больше. Готов ли он будет положить 4, а себе оставить меньше? Готов ли он будет участвовать? Как будто или продолжать что-то, или снова будет какая-то игра. Вот это вам придется как основная тема. Запомните, мои дорогие, эту карту, может быть, как и события, которые происходят вокруг, вам придется переоценивать, насколько я могу этому доверять, насколько я могу доверять конкретному человеку, насколько я могу себя чувствовать в безопасности с учетом аркана юстиция. Насколько я, может быть, смогу осуществить какой-то свой план. Или насколько надежное партнерство. Вот надежное точно будет. Но вам придется еще и выбирать. Причем выбирать вы будете по-новому, а не как прежде. Может быть, прежде вы именно согласились. Чисто на доверие. Здесь какой-то минусовый опыт, мои дорогие, будет вам помогать. Вот он, этот опыт, который у нас тройка
воздуха, когда два ангела вас утешали. И я говорю, здоровое равнодушие и выздоровление. Ну, наверное, этот опыт время от времени, вот как тихий голосок нашей души, напоминает. Стоп, ты там был, ты уже там все видел. Стоит ли тебе доверяться? Хотя, может быть, даже это будет связано с тем, что вам придется принимать какое-то Соломоново решение. Может быть, вам придется работать над отношениями. Может быть, мы и сами понимаем, что мы сами допустили ляпсус, и это не человек виноват. А мы-то себя позволили обмануть, правда? Вот действительно собственные ошибки. И знаете, не надо себя корить. Вполне вероятно, 100 ошибок сделали, еще 150 сделаем, увы. И когда мы легко отпускаем, даже мы себе даем право на ошибку, поверьте, наша жизнь идет с большим прогрессом и быстрее. Потому что мы понимаем, что, ну да, во-первых, мы не перекладываем меру ответственности, мы говорим, ну да, это я ляпсус совершил, или это я там нашла вторые грабли, второй раз, точнее, все те же грабли в открытом поле, да? Ну, люди-то ведь не меняются, уходят одни, мы с вами говорили, приходят другие. А тут мы именно себя где-то, ну, может быть, так и корим, но недолго, а просто в том контексте, да, я совершил ошибку, но я себя прощаю, потому что я иду дальше. Вот этот момент будет у вас немаловажен, потому что вот себя где-то вот на эту траекторию следует перестроить. Может быть, и работать кому-то над собой вот так придется. Тут буквально, кстати, в этой колоде у нас карта инструкций, деталей, когда мы что-то изучаем. А для кого-то из вас будет действительно меняться финансовая составляющая, которая все же связана с работой, с вашей адаптацией. Вот над отношениями нужно работать, над семейными отношениями. Я думаю, люди семейные со мной абсолютно согласятся. Это труд. Это не о бабочках в животе. Это вот как раз упорный труд и терпение. Ну и вот этот баланс или дипломатия, которую мы вынуждены проявлять. Но, может быть, это еще и для кого-то, когда вы сумеете создать что-то волшебное. Когда именно возможностей для вас будет больше, мои дорогие. Когда вы решите вопрос или ту проблему, которая прежде для вас была, знаете, как шлагбаум, как барьер. А тут вот именно менять себя, менять вот те обстоятельства, в которых вы находитесь, менять качество жизни. Я всегда говорю по этой карте: продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. И это все будет по-другому. Перекладывайте на себя, мои дорогие, а я вас благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние добрые комментарии, за вашу поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, подписывайтесь на мой телеграм-канал. И я все ссылки оставлю в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.